Всем-всем-всем огромный пламенный привет с прекрасного города Измаил. Это юг Одесской области и юг Украины. Вас приветствуют авторы канала Раиса и Александр. И сегодня мы будем готовить любимые баклажаны Александра. Наши мамы называли их так: фаршированные стененькие на зиму. Но есть один нюанс. Нашим мамам приходилось по несколько раз готовить это блюдо на зиму, причем ведрами в 10-литровом эмалированном ведре. И у них дома, и у нас вот была такая заготовка ведрами, потому что эти баклажаны съедались очень быстро. По несколько раз приходилось их делать, и готовили их очень вкусно. И вот именно по такому рецепту, который мы сегодня вам покажем. Я надеюсь, что они понравятся и вам, и вы тоже сможете наслаждаться этим прекрасным, вкусным блюдом, этими вкусными фаршированными баклажанами. Итак, приступим к приготовлению. Баклажаны помыты, и сейчас очень важно мне подготовить их к тому, чтобы фаршировать. А для этого мне понадобится кастрюля, самая большая. Наливаю 3 литра воды, и сюда 3 литра воды добавляю, чтобы потом не солить, я добавляю столовую ложку соли в эту водичку, где будут вариться баклажаны. Теперь готовлю баклажаны. Отрезаю, видите, они у меня уже хорошо созревшие. Отрезаю вот эту часть жесткую и беру зубочистку и прокалываю их. Мне хочется, чтобы они более мягкие были и быстрее сварились. Вот таким образом. У нас там сейчас закипать будет. Вот уже закипает водичка. И можно уже сюда вот эти все баклажаны слаживать. С момента закипания варю где-то 8 минут до мягкости. Если они более жесткие, то до 10, 8-10 минут нужно их проварить. Сейчас меньше огонь сделаю, накрою крышечкой, и у нас будут они потихонечку томиться, вариться, и лишнее будет, что у них там есть, что нам не нужно, оно будет вывариваться, и готовятся баклажаны к фаршировке будут. Вот прошло 8 минут. Даже чуть-чуть больше, и вот они мягенькие, уже готовы. Достаю их. Я их переворачиваю во время кипячения. Вот, я это тоже уже готов. Они, видите, легко можно вилкой зайти в сам баклажан. Вот так их вытягиваю. И следующую партию. А теперь готовим, пока баклажаны наши варятся, готовим начинку. Что мне нужно? Для ведра баклажанов у нас так все время заготовки. Я беру ведро, не знаю сколько килограммов, но вы можете это регулировать сами. Но 1 к 1 морковь и свекла по килограмму беру. Много-много петрушки. Папа вот и мама очень любили вот именно эту зелень. У нас сельдерей не ценился почему-то, какая-то была вот антипатия, и у нас тоже особо он не ценится, поэтому у нас петрушка очень ценится. Далее нам нужно будет обязательно еще, для того, чтобы вот этот букет сохранить, 3 перца сладких и несколько красных помидоров вместо уксуса, для того, чтобы хорошо прошло брожение вот этих баклажанов и начинки вместе с баклажанами. Итак, я сейчас все это измельчаю. Вот таким образом мелко лук измельчаю. И всю морковь тру вот на крупную терочку. Она именно крупная должна быть. Тогда она очень красиво, когда пожарится, будет очень красиво и вкусно. Теперь беру самую глубокую сковородку, которая у меня есть. Немножечко в ней воды. Сейчас мы ее сольем. Вот. Включаю газовую плиту. Ну и 150 миллилитров масла сюда добавляю. Вот так, есть такое дело. И пусть нагревается сейчас маслице. Ну, пока достаточно, думаю. И вот сюда весь лук
направляем в эту сковородку. И здесь мы будем его тушить, жарить до того момента, пока он станет мягеньким такой вот. Не пережарить. Ну, сейчас увидите, как мы будем. Это, конечно, займет время. Тем временем у нас баклажаны, уже последняя партия варится. И сейчас мы будем дальше с баклажанами. Баклажаны выкладываю на досочку. И вот так, под таким углом, чтобы могли стекать. Видите, они уже у меня готовые, мягенькие, очень красивые. Вот, чтобы лишнее, вот что там жидкость еще осталась, я устанавливаю досочку на досочку. И на минут 20 вот баклажаны будут стекать лишним соком. А теперь вот эти 3 красных перчика, вот так мама делала. Я сейчас показываю, как мама все это делала, готовила. Мелко-мелко вот так, как можно кубичками. Для чего это делала? Потом, когда они уже готовы, открываешь этот баклажан, выкладываешь на тарелку. И вот этот аромат лета, осени, зимой. Вот, у нас мы потом их складируем, когда они чуть-чуть прокиснут, складируем их в холодильник и достаем до весны, нам хватает. В 3-литровую банку складываем. И вот эти баклажаны у нас все время есть. И потом такая масочка, лучок. И вот эти ароматы, необыкновенный аромат и сладкого перца, лук, морковь, сам баклажан очень вкусный, чуть-чуть помидорчик. Ну и самое важное тоже сейчас будем делать, зеленушку. Итак, перец мы порезали, вот 3 перчика у меня есть. А теперь большое количество именно петрушка. Петрушка, вот это приготовление, эту заготовку, она буквально делает изумительно вкусной. По-другому я не могу назвать, потому что действительно очень-очень вкусно. Вот этот аромат петрушки. Вот, я его сейчас стараюсь как можно мельче порезать. У меня задача была всегда, когда мама готовила, они почему-то с папой готовили и капусту все время с яблоками. Вот, а я была вот так как подспорье. Вот у меня была задача помыть петрушку и затем ее вот так меленько-меленько нарезать. И петрушки много не бывает, как говорил папа. И такой аромат сейчас, вот такой замечательный аромат на кухне. Режем всю петрушку вот таким образом. Целое ведро, это так много баклажанов. Смотрите, все готовые. Выключаю газ, сварились. Мягенькие такие, нежные. Смотрите, какая красота внутри. Вот, сейчас их все вытягиваю. Я сначала в таз. Вот, ох, вот это сварились. И они даже стекают вот с одной стороной, где срезаны, они пока будут стекать. А те потом у меня пойдут те уйдут на фаршировку, а эти пойдут снова же для того, чтобы подгнет, чтобы стекла вся вот эта вода. Так, пока мы увлеклись баклажанами, у нас немножко лук поджарился. Ну, это нормально. Вот смотрите. Вот так вот сейчас мы перевернем. Лук практически готовый. Теперь сюда добавляю морковь. Почему большая мне нужна была? Сковородка глубокая. Вот. Можно отдельно жарить, но мне очень нравится, когда вот это все вместе тушится. Вот эти овощи. Вот так вот. И теперь их вот так прекрасно. Ну и тушим их до готовности. Практически где-то минут 10 у меня уходит на то, чтобы вот это все вместе протушилось. Ну, вы увидите цвет, чуть-чуть меньше огонь. Я даже накрою крышкой, для того, чтобы они мягенькие, вот эти были все кусочки, нежные. Вот так вот. Да, кстати, перед тем, как будем сейчас отправлять под крышку, чтобы уже тушилось, мне нужно еще очень одно важное дело. А теперь мне понадобится сахар и соль. Вот у меня килограмм лука и килограмм моркови. На это количество мне нужны вот чайная ложечка, 4 чайные ложечки сахара. Нам нужно же будет, чтобы они бродили. Поэтому и 2 чайные ложечки, вот такие, точно как сахара, и 2 чайные ложечки соли. Не пересаливаем особо.
Перемешиваем все это вместе. Оно очень вкусно тогда получается. Соль и сахар. Сахар нам создает и цвет. Очень красивый получается. Морковь остается вот этот яркий, такой оранжевый, осенний, позитивный цвет. Вот смотрите, да, тушится и становится меньше и меньше вот этих всех ингредиентов важных для начинки, для баклажанов. Вот. И теперь можно накрыть будет крышкой и тушить на медленном огне еще минут 10. Уже минут 7 прошло. Смотрите, сколько мало осталось в сковородке. Вот тушится наша морковочка с лучком. И теперь добавляю вот эти порезанные кусочки перчика тоже сюда же. Еще пару минут как раз потушится с перцем. Аромат необыкновенный. Никаких больше специй мы ничего не будем ложить. Тут будут все натуральные продукты с огорода. То, что выращено своими руками. Экологически чистые овощи. Вот так. И останется еще через 3 минуты мы добавим еще помидоры. Идем готовить помидоры. Вот это обязательное было условие. Или уксус, или помидоры. Для чего мы это делаем? Вот смотрите, свежих помидоров 300 граммов собрала. Убираю только вот сердцевинку от плодоножки, вот эту часть, видите. А вот это просто через терочку пропускаю. И остается у меня одна кожура. Вот так вот. Вот видите, сок получается. Аккуратненько вот так вот перетираю. Для чего это? Помидор является вот этой натуральной кислотой, которая позволит нашим овощам и баклажанам пройти быстрее вот этот процесс созревания, квашения так называемого. Что это у нас будут квашеные баклажаны вместе с начинкой вот этой прекрасной, вкусной, набор солнечных овощей даров лета и осени. Так получилась у меня целая тарелочка. И через пару минут мы отправим это в сковородку. А тем временем, смотрите, как красиво все томится здесь, и овощи. О, все, вот на 10-й минуте. Отлично. Ой, какой аромат. Вот теперь вот эти томатики, которые мы пропустили через терочку, отправляем сюда. Вот такая прекрасная начинка получается. Но это еще не все. Еще очень важный ароматный ингредиент, овощ, зелень нужна для того, чтобы вот буквально минутку еще пусть она пропарится вместе с томатным соком. Все, готово. Выключаю газ и теперь добавляю вот то, что мой папа говорил. Петрушки много не бывает. Вот здесь вот этот аромат уже не жарится, а просто добавляем вот эту начиночку. Вот так и хорошенько перемешиваем. Вот начинка для фаршировки баклажанов, которые у нас уже готовы к тому, чтобы их зафаршировать. Готово. И мы тоже будем сейчас вместе это все делать. О, смотрите, какая красота. Это, не знаю, передает ли цвет. Красивый, конечно, цвет. Обалденно красивый. Но аромат, я попробовала, кстати, пробуйте на вкус. Вкус такой очень хороший. Именно эти томатики дают вот эту и сладко-кислые, потому что морковка у нас сладкая, перчик сладкий. Соль мы добавили тоже, и сахар добавили. И мы сохранили вот этот цвет прекрасный. И вкус очень вкусный. Если вам нравится вот эта начинка, значит можно уже начинать фаршировать сами баклажаны. Что мы и сейчас сделаем. Баклажаны уже полностью готовы к тому, чтобы их фаршировать. Прекрасно. Смотрите, какие они красивые. Выкладываем их в блюдо.
И будем нести их там, где мы Так, будем. баклажаны у нас, видите, какие красавцы. Разрезаю и не боюсь этого. Не только центр, а вот так мама делала. Вот так вот, прекрасно. Для того, чтобы как можно больше сюда попало начиночки. И беру вот эту начиночку, здесь немножечко от помидора, вот этот сок, чтобы все пропиталось вот так очень красиво. Вот, как можно больше начиночки. Что она такая вкусная, эта начинка потом получается. О! Вот это баклажан по-настоящему фаршированный овощами. Смотрите, какой красавец. Ну и теперь я эти все баклажаны складываю в кастрюлю. У меня эта кастрюля будет где-то сутки, а потом я уже переложу. Так как сегодня 5, а 5 это 5 сентября 2021 года, это время убывающей луны в знаке Лев. Очень хорошее время для заготовок, чтобы хорошо продукция хранилась. И вот я заготовки эти сделала, а у нас уже завтра Дева, и тогда очень быстро прокисает все. Поэтому я на сутки оставлю так вот здесь в кухне, а затем переложу, выберу в банку и переложу в холодильник. Вот смотрите, какой красивый вид. Ну, сейчас все слои, вся кастрюля у нас будет полная. Именно вот этими баклажанами уже фаршированными. И завершающий баклажан. И как раз мне хватило вот этой начиночки. Получается целая кастрюля вот этой вкуснятины. Вот так вот. И закладываю в кастрюлю. Так, и у нас получается... Еще немножечко вот это все сюда должно быть. Все в кастрюлю, потому что очень вкусно и очень вкусно пахнет. И на вкус вкусно. Я уже перепробовала это сочетание. Так, я ложу тарелку, а ты давай банку, у тебя руки чистые. Вот. И ставим гнет. И на сутки оставляем здесь на кухне. У меня чуть-чуть ровнее, вот так вот. О, все. Пусть они сейчас готовятся уже. А завтра мы завершим видео. Уже 6 попробуем, покажем, что у нас получилось. Прошли сутки. Вот я хочу пробу сделать, снять пробу. Можно в холодильник отправлять или нет. Они здесь у нас в кухне были. Смотрите, какая красота. Ай, какая красота. Я люблю вот именно их такие вот. Еще не сильно кислые. Сейчас попробуем. Красиво. У Александра Федоровича, он очень любит эти баклажаны. Слюнки текут. А я буду сейчас пробовать. Очень вкусно. Еще надо сутки, чтобы постояли. В Деве быстрее этот процесс пойдет. Но очень вкусно. Уже сейчас можно есть. Поэтому вот эти баклажаны. Прекрасное блюдо, которое можно заготовить. Можно, кстати, и в банку стерилизовать, но мне не нравится после стерилизации, поэтому мы закладываем в банку, потом сложим. Можно из кастрюли и в холодильник. И в прошлом году у нас до марта месяца были банки вот с этими прекрасными вкусными баклажанами. В марте мы их закончили есть. Так что готовьте, заготавливайте. Очень вкусно к любому блюду, к хлебу, картошки, что угодно, просто так. Можно будет каши, макаронам. Очень вкусное и полезное блюдо. Посмотрите, какой аромат и какая красота. Зимой открываешь вот этот прекрасный букет осени, конца лета, осени и букет аромата. Раиса Горяченко и Александр Волик прощаются с вами. До следующего видео. До новых встреч на нашем канале. Приятного вам аппетита!